А чё все ищут? Вот же столб-то. Давай, может, его откопаем? Подмосковье очень богато на различные аномальные зоны и места. Байки, легенды и присказки различной степени достоверности и абсурдности. Вы наверняка слышали не один раз. Каким-то историям нужно прислушиваться с известной долей скептицизма, к каким-то через призму юмора и сатиры. Но так или иначе, все эти истории будоражат умы и бередят фантазию всех любителей всего необычного. Про одно из таких мест вы узнаете из сегодняшнего выпуска. И что-то нам подсказывает, что с вероятностью 99% вы в первый раз услышите о подобной присказке. Про эту историю сударям рассказал один из их подписчиков. И как бы нелепо она ни звучала, все равно легкое чувство недосказанности бередит твою фантазию, когда ты пытаешься вдуматься в саму суть этой нелепой легенды. Хотя бы потому, что звучит она совершенно неизбито и достаточно оригинально смотрится на фоне какой-нибудь заезженной пиковой дамы. Под подмосковным городом Ивантеевка есть такое село Комягино. Оно окружено со всех сторон лесом и дачными поселками. Все достаточно обыденно, за исключением одной поправки, которая делает это место особенным. История о так называемом «черном Комягинском столбе». Эту историю помнят лишь старожилы села, которые утверждают, что где-то в окрестных лесах стоит черный столб, меняющий свое местоположение каждое полнолуние. Согласно легенде, каждый, кто натыкался на этот столб, очень долго не мог выплутать из леса. Хотя лес, о котором ведется речь, как выяснилось, имеет площадь от силы 2 километра на 500 метров. Но тот, кто натыкался на этот столб, свидетельствовал, что время на часах замирало. Компас сбивался с пути, а выйти из леса не представлялось возможным, так как горе-путник всякий раз возвращался обратно на то место, в котором осознал, что заблудился, аккурат к черному столбу. Как заявляют авторитетные интернет-эксперты, женская энергетика служит для черного столба магнитом и куда эффективнее притягивает к себе, чем энергетика мужская. Так уж повелось, не обессудьте, мужики, без обид. Принимая во внимание все особенности этой не самой избитой истории, судари решаются отправиться в Комягино, чтобы попробовать отыскать черный столб в этом самом лесу. Здравствуй, страна! Сегодня у нас самый необычный выпуск. И даже я до сих пор не понимаю, что мы здесь делаем. Сергей вам расскажет о нашей затее, пока вот те тучи издалека не пришли до сюда и не поколотило нас. Да, с вами градом. я, Итан Кумысин, как обычно, появляющийся во всех самых жутких, странных и мистических объектах. Мы хотим провести эксперимент, мы хотим поплутать в этом лесу, но мы, правда, и в 3 соснах заблудимся. Мы вначале думали, что Комягинский лес — это вот это поле. Березовое поле, да, с рощицей. Но решили все же пойти внутрь леса, отыскать этот столб. Мы, если не найдем свой столб, мы привезли свой столб. А нет, подожди. Если мы не найдем их столб, Комягинский, легендарный Комягинский столб, то на этот случай мы привезли свой черный столб. Мы подготовились, взяли с собой кисточки с краской. Вот. В общем, на тот случай, если мы не сможем доказать эту теорию, что тут есть какой-то столб, на который все натыкаются, мы привезли свой план Б. Мы покрасим его черной краской, черный цвет. Потому что... Почему мы решили черный цвет его красить? Вот знаешь, если бы я был зрителем этого канала, судари, сейчас бы все вот это посмотрел, послушал, я бы ни хрена не понял. А вам понимать не надо, мы сами ничего не поняли. Есть лес, в лесу столб, в лесу люди плутают, столба никто не видел. Мы пойдем искать столб. Да, я думаю, на... Столб не найдем, поставим свой, все просто. Мы взяли с нами нашего друга. Жан-Батист Скорпион. Да, его нам предоставила игра Sony PlayStation Mortal Kombat, и компания Sony, японская компания, попросила нас разыграть вот эту вот игрушку. Эту игрушку мы разыграем, как можете читать в описании, чтобы получить эту прекрасную куклу. Вот немножко поближе возьмем со всех сторон. Да, первый комментарий к этому видео мы прикрепим информацию, как можно выиграть этого малыша.
Чё ты крутишься? Ты вообще хоть запись-то включил, блин? Иди крась. Давай, переворачивай. Вот так. Оп. Блин, мы только что его красили. Чё он опять такой светлый? А, вы перевернули же его. Идеально. Лучше и быть не могло. Мы опросили некоторых жителей местных, и мнения разделились. Кто-то говорит, что в этом лесу действительно можно заблудиться, несмотря на то, что он небольшой. Кто-то говорит, что всю жизнь собирает тут грибы и ничего подобного вообще не слышишь. Здравствуйте, а вы слышали что-нибудь про Камягинский столб в Камягинских лесах? Про кого? Камягинский черный столб в Камягинских лесах. Нет, я всю жизнь здесь живу, не слышала. То есть, что в этих лесах, типа, люди там блуждают. Вот ничего такого не слышали? Нет, бред. Спасибо. Там. Всю жизнь ходил я по этим камягинским лесам. Грибы собирали с детства, ни разу не заплутал. Ничего там такого нету, аномалии там никакой. Вообще Вообще ни ничего. звуков, ни часы не сбиваются, Нет, ни компаса, ничего. ничего. Нет, нет. И вы тоже можете подтвердить, что там Да, ничего этого конечно, нет. нету ничего. А подскажите, вы ничего не слышали про Камягинский столб в лесу черный? Что детям нельзя в Камягинский лес ходить, потому что там Ой, черный что? столб. Мы тут живем, А, ничего не ну слышали. мы вот уже всех спросили, никто говорит, никто не слышал. Значит, не в этом лесу, тут лесов-то полно. Один раз я запуталась. Я Да? даже сама удивилась. Лес знает, как свои 5 пальцев. И я заблудилась. А где это было? Буквально вот за Камягином, туда вот дальше, Грибово туда. Дальше, то есть вот через поле, Да, вот да, получается да, поле, и да, там да, Грибово. да, да. Вот там вы заблудились. Заблудилась. То есть мы как Это раз было тоже и слышали, там один отмечали. единственный раз заблудилась. Так хожу по лесу, как свои прям 5 пальцев знаю, так весь А лес. как заблудились? Можете А вот рассказать? даже не представляю, куда я вышла. Выхожу, дачу вижу, вот эту Марту вижу. И не пойму, где я. А потом, господи, это же наши дачи. Ну ладно, спасибо, хорошего дня, пойдем, мы поплутаем. Только что на ваших глазах очевидец предоставил нам неоспоримые доказательства существования чего-то аномального и В непонятного. том месте, за Грибово, вот как раз в лесу, у нас вот маршрут отмеченный на картах, куда мы, собственно, отправимся. Это тот самый лес, про который говорили мы вот все вступление. Стой, стой. А вот теперь, кроме шуток. Стоп. Или что это, бордюр, поребрик, что это? Поребрик. Ой, колючая проволока. Смотрите, ребята, лохматить меня. Пятером, это реально колючая проволока. Нет. Лопата есть, Сань? Нет, лопата в тачке. Давай, может, его откопаем и вытащим. А чё он так лежит-то? А чё все ищут-то? Вот же столб-то. Да это не столб. Фу, блин, а чё это, шестигранный или Смотри, четырехгранный? это не может быть столбом, потому что тут как будто он стыкуется со следующей такой плитой. Это бордюр. Может, окопаем и вытащим его? Может, акапеллу? Ребят, мне кажется, мы нашли этот столб. Короче, здесь все плутают. Давай попробуем и мы заблудиться. Ну, Лёх! Фу, пипец, чуть не потерялись. Чуть не Серёга, потерялись. видел? Вы просто... Я тут! Где? Сань, ну, видишь ведь меня, ну что ты? Вот если просто вникнуться, вот кто оставил эту повязочку на этой ветке? Наверняка люди, блудильники, блуждали здесь. И чтобы не блудить, вот, ребят, я вот еще раз покажу, вы можете видеть страх на моем испорченном жизнью лице. Страх полный ужаса. Тут еще одна подвязка. Господи, да это же каким ослом можно быть, чтобы на 2 метрах просто это опознавательные знаки сидеть? А может, это разные люди? Может быть, люди реально делают себе пометки, чтобы выбраться, потому что, как мы уже говорили, ранее нам в интервью женщина в почетном, в почтенном возрасте сказала, что люди плутают. Смотри, вот разные тряпочки. Вот еще одна повязка. Причем вот там старая повязка валяется, желтая. Сейчас мы свернули с главной дороги. Возможно, мы сделали это зря, но мы все всегда делаем зря. Поэтому предлагаю пойти по этой дороге. Столб! Столб Камягинский! Черный! Это я, Алёша! Столб! Что-то не отвечаю, да? О! Журен! А, дерево, по-моему, да? Дерево, блин! Смотри! Ну тут смотри, тут нет ни одной подвязки. Петербург? Это какой-то непонятный Санвел! Санвельный столб, датированный 1889 годом.
13 эры, 13:00 градусом. Каменный столб из дерева. Ребята, как такое реально? Здесь нет ни одной этой повязочки, то есть люди здесь плутали, искали что-то, но они искали вот это, возможно, вот этот столб. Давай рассуждать логически. Грибники, они не ходят по тропам, как мы это делаем. Они заходят в лес, в глубину. Понимаешь? Люди специально все тут прочесывали и не могли на него наткнуться специально. Да? Да? Да. А папоротник посреди дороги прочесывали? А? А он говорит, не чесанный он у мамки. Чтобы найти столб, надо мыслить как столб. Золотое правило вообще серебряного сечения. Да, озарение, что, флешбэк, ты что-то увидел? Нам туда. Мне тоже так кажется. Я бы туда прошел. Давайте пройдем туда. Давай пройдем, только вот тут пройдем, давай. Ну вот сейчас мы сошли с тропы. И мы сейчас испытываем свою судьбу. И мы реально можем заблудиться тут. Стоп! Иди! Стоп! И, возможно, тот мужик, который давал нам интервью, он не встретил черный столб и не плутал. А вот женщина, кому больше относится это поверье, встретила черный столб, но не заметила его, и поэтому начала плутать. А что надо сделать для того, чтобы встретить черный столб? Взять было женщину с собой или стать женщиной. Так, Леха, включай камеру, сейчас станешь женщиной. Слушай, смотри, там просвет какой-то. Тебе не интересно, куда мы выйдем? Давай. А вот, кстати, кроме шуток, там же обратно еще как надо идти. А мы уже достаточно, видимо, плутанули, чтобы заблудиться. Ну вот мы выходим на какую-то опушку. Она была указана на ваших картах? Вот здесь-то мы, наверное, коптеры запустим. Это опушка. Лол, кек, чебурек, борода. Че, опушка? Посреди леса, да? Нет? Что ты лесоповал? А, тропа какая-то. Че? Мы назад вышли. Нет. Вон машина наша, вот это дерево входное. Слышь, мы прям смотри, Леха, Лех, да вон же мост этот. Блин, Мы назад просто выбрали. ну мы же не специально делали, реально? А, ну почему? Я себя глупо чувствую. Я тебя тоже, конечно, глупо чувствую. Тут что-то целенаправленно жгут все время. Да, может, столб сожгли, кремировали? Мы сейчас сядем в машину и доедем до другой точки леса, и дойдем с другой точки леса, попробуем добраться до озера в лесу. Я бы хотел озеро увидеть в лесу. Но что делать со столбом, который мы хотели тут поставить, как... есть, знаешь, искусственная разведенная креветка, а есть натуральная. Вот мы хотим искусственно развести тут свой столб, сделать его популяцию тут, короче, посеять. Кто и при каких обстоятельствах вообще мог в этом лесу его вообще тут поставить? Но раньше, пока здесь леса не было, возможно, было какое-то поле. И, во-вторых, возможно, с помощью вот этих вот граненых столбов, не стаканов, не путайте, делали какие-то разметки лесные. Предположим, что людям действительно мерещатся тут столбы. С чем это может быть связано? Ты сказал, что это легко объяснимый феномен. Что не один человек тут говорил, что... Смотрите, у меня было несколько мыслей на этот счет. Возможно, я думаю, что здесь какая-то болотистая местность, или есть такие места, ну, как часто встречаются на болоте, где появляется газ аэрозолевый. Ну, правда, это я название выдумал, но вы погуглите, на болотах реально бывает газ. Метан, мутан, бутал и все такое, или не такое, вообще даже, может, не близко. И у людей начинаются галлюцинации, визуализации, то есть чего-то проявляться. А что еще видеть в лесу, где все прямое и похожее на столбы? Соответственно, только столб. Возможно, это как-то связано. Короче, наш мудрый совет все последнее время обсуждал исключительно вопрос этого выпуска, и было решено съездить в палатку за водой, за сосисочками, после чего мы изыщем то озеро, про которое говорили чуть ранее, и попробуем там пожарить их, покушать, потому что мы проголодались. Ну и, соответственно, по пути поискать столб, и в случае неудачи в конце выпуска мы воздвигнем свой монумент, свой обелиск. Кошмар вообще, ребят. Ну, я не знаю, как люди выживают в таких вот дороге, видите? Вот на создание этой дороги было выделено не 1 миллиона. Куда потратили эти деньги, я вообще не знаю. Там одни вон комары и все. Мы купили бутылки пива Лидское. Они безалкогольные, Алексей, покажи всем. Вы все знаете прекрасно, что мы очень против алкоголя, и поэтому пьем только безалкогольное пиво. Че, нулевачка, как это понять? Нулевачка. А, ну это на белорусском, видимо. Нулевачка. Вот, смотри, Леха. Да ладно. Слушай, вот и вон закрасить краской черной.
Вот, кстати, я же говорил, что эти столбы, вот там вот, я вначале говорил теорию, что это столбы разметки дорожные. Ну да, что он посреди леса делает? Смотри, здесь шифер есть, то есть, возможно, здесь какая-то крыша, что ли, была. Тут крышевали что-то? Значит, первый столб бетонный, это был... Первый столб, это был... разметка, значит, они вдоль дороги идут, эти столбы. Сереж, первый столб, это был такой же, как и этот, только валялся, правильно? Да. Где-то там мы оставили свой драндулет. Вот пройдя через это поле, вот оттуда, через этот лес, тут тропинка влево отходит. Так, по пути к озеру еще вот такой мы столб нашли. Друзья, вот вы говорите, ну вы, это те люди, которые якобы сюда ходили, ничего не находили. Мы уже 4-й нашли. Что это, как не столб? Вот он резной, какая-то там пометина у него, отметина. То есть, возможно, это древний столб, который заменял вот раньше каменные. Они тут везде расставлены. Вот еще один, смотри. Сережа говорит, еще один. Вон. Я вижу покрышку. Вон еще один, вон еще один. Слушайте, я не действительно. удивлен просто, почему здесь кучу везде всем людям мерещится столбы черные, даже вообще столбовье какое-то. Вот его маркировка, надо в интернете будет забить, что это в принципе значит. Тут вот какой-то ручей проходит, возможно. Так что, друзья, тут действительно, как сказал только что Сергей, тут кругом так или иначе одни столбы или что-то очень похожее на них. Мы приблизились к пруду. Это волшебный пруд. Вон и мостик. Короче, ребят, как обычно, я Итан, разрушитель миров, легенд и прочего ненастоящего. Вот так вот на канале 90% моего лица, а все остальное, как говорит Алексей, 10 это то, что нам не нужно. И сейчас я разрушу очередной миф, что это гидрант. Я попробую достать... Так, только меня не ударило, как видите. Я попробую достать из этой глубины... Это просто красная лента с мухами дохлыми. Ну что могу сказать, вода в принципе очень даже купабельная. Здесь можно купаться, обкупаться и укупаться. В конце концов, если вы шибко пьяный со своими друзьями в глухом лесу оказались здесь, на природе, где воздух смердит просто частичками здоровья, вы можете всегда упасть в эту жижу, бухой никто вам не поможет, потому что здесь вблизи никого нет. Никого нет. Нет ни меня, ни тебя, ни его. И все мы находимся дома, потому что нам все это снится. Это никак не связанный контент с нашим столбом. Но вот где-то здесь мы сейчас зажарим сосисоны и подумаем, что делать. А вот еще один столб спаленный немножечко. О, черный столб, смотрите, ребята, черт, он реально черный, потому что он спаленный. Знаешь, Алексей, все вот это вот напрашивается на логичный вывод, на очень логичный вывод. Я постараюсь тебя в камеру захватить. Алексей, или мы с тобой, ну просто перво-наперво не женщины, потому что в основном женщины видят эти столбы, ну или мы... Не, ну знаешь, нет, без каких-либо или. Я вижу единственное разумное объяснение, мы не женщины. И поэтому найти столб нам, мужикам, практически нереально. Единственный герой, который видел воочию, судя по этим легендам, в этом лесу заблудился, это был мужчина. Мужчина пи***л. Очень важная деталь такая в этом рассказе. О! Какой-то столб... дерево срубленное. Да вот ты хера лысого, я вот... Лех, вот еще столб какой-то. Это столб, посмотри, Да блин. Лех, вот еще столб. Столбовая какая-то, столбянка. Столбняк какой-то происходит. Меня зовут Итан, я разматываю всяких лесных гопарей. В моем блоге вы видите, как я иду гуляю вдоль болота. Нахожу вот этого алкаша, который сидит и на побережье этого прекрасного озера жарит шашлыки. Что мы ему хотим сказать? Чувак, зачем ты будешь мусорить? И сейчас я попрошу его прекратить выпивать и вызову сюда полицию. Молодой человек, вы знали, что в лесу костры разводить, выпивать в общественных местах наглухо запрещено? Это не я. Ребята, это не он, тогда попробуем найти, где же он. Все, и с вами Итан. А ты где? Сань? Блин, Саня, мне показалось, что тут какой-то гопарь сидит, короче, выпивает. Прикинь?
Вот Леха, вот, короче, это Саня. Ребят, вы сами видели, что здесь кто-то сидел. Это, если вы это видели и не мне одному померещилось, то, пожалуйста, оставляйте в комментариях. Это все с пометкой Саша Алкаш. Поиски черного столба — это очень утомительное Мероприятие. Да, но мы зато нашли в этих окрестностях Сосисочки. буквально в лесу ларек с сосисками. Ну как сосиски, это крепыши-купаты какие-то. Пукаты, я их зову Пукаты. На самом деле Алексей, как обычно, все привирает, потому что, как известно, все блогеры вруны, как матросы. Короче, мы купались в этом пруду, и, соответственно, когда в пруду купаются, мы нашли купаты. Вот так вот. И сейчас мы их жарим. Как видите, на вот этой вот кострообразной конструкции. Импровизированный доменный печи. Несолоно хлебавшись, посидев на бережку этого дивного озера, возвращаемся обратно. Сейчас будем воздвигать свой черный столб. Дадим легенде второй шанс. А мы этой дорогой пришли? Да, ну пойдем по этой. А почему по этой? Ну просто, я же говорю, ну надо же это, запиликать пиликалку. А, мы идем не той дорогой обратно, и, по-моему, с таких вот приколов и начинаются все самые приключения. Опять же, да, вот ночью в лесу, сломанный ствол дерева, чем не черный столб, а? Ребята, как эта легенда вообще могла пройти контроль цензурный? Как оргкомитет ее допустил до интернета? Вот, чем не столб? Короче, мы вышли не туда, откуда зашли, но тут тоже, смотрите, столбы, что примечательно, стоят. Пойдем, Лех, слышь, вот тут тропа есть туда, на ту сторону. Надо было идти так, как мы сюда шли к озеру, а мы вышли вообще непонятно где. На это мы не заблудились. Это... Пойдем тогда вот так попробуем. Потому что мы не заблудились в лесу, мы вышли к какому-то поселению. Не с той стороны. И опять мы идем не той дорогой. Да нормально, этой выйдем. Сережа, один раз мы тебя послушали. Давай И что, вернемся ты к озеру. заблудился, что ли? Вот так вот начинается самая охрененная история. А уже вечереет, темнеет. Черный столб может в любой момент нагрянуть. Так, друзья, если кто знает, все-таки объясните, что за столбы вообще? Вот два рядом Просто стоят. серьезно, это разметки лесные. Ну не говори так. Пойдем. Это не разметки лесные. Потому что если это разметки, что они размечают? И почему они в таком количестве тут вообще и бетонные, и деревянные? И Они вот просто размечают лес, чтобы геодезисты могли спокойно сходить и покакать? Да. Мы блуждали, после того, как мы нашли какое-то поселение, не с того выхода, где вошли, где заблудились. С Алексеем мы добрались в лесу еще до одного какого-то озера, но черный столб так не увидели. Кстати, вон там уже видны просветы на горизонте. Поправьте меня, если я не прав, горизонт или горизонте. Horizon. Вот, да, Horizon. На Horizon уже видно просветы. И по моим точным, офигительным подсчетам мы должны выйти на 10 метров правее машины. Так, ну и... Кто тут бог навигации? Ну не 10 метров, ладно, ну больше. Но бог навигации здесь один, это я. Сережа, дай компас. Ой, тьфу ты. Итан! Самое классное, что за нами тропа захлопнулась и входа больше нет снова. О! О, этого не было. Черная. Я серьезно говорю, я снимал, тут этого не было. Да, это же говно. Что это? Какое говно? Это не говно. Это столб тут был, пока То есть нас не муха, было. это говно, я тебе говорю, тут насрал здесь некилую кучу. На меня не смотрите, я был с вами. Да, это говно, это был тролль. Вот он, столб. Сейчас мы... Лопату бери, Саш. Мы берем лопату, мы сейчас берем этот столб, идем в этот лес, где он и должен находиться. Пойдем, Доминик. Что, один понесет? Вот этот столб, он теперь будет Жить здесь. служить людям. Таким же, как мы, простым, безработным, глупым, тупым блогером. Да, и чтобы вы не искали эту в погоне за каким-то мифическим столбом, чтобы омолодиться, мы сделаем для вас настоящий столб. Ну да, выглядит надежно. Я тоже так считаю.
Слышь, весь вечер просто танцуют эти. Комаров здесь жуть просто жуткая. Ребята, берите с собой спрей от комаров, если лошадь. Лошадка! То вот этот малыш Скорпи настоящий, и мы напоминаем вам, что вы можете его выиграть. Значит так, я это отдам этой лошади. Нет, мы уже в начале ролика обещали, что лошадь за Сабзиро будет. Лошадка! Это ее говно. Это ее говно. Это ее говно было, я тебе говорю. Видите кучу там? Угадайте, кто это сделал. И это сделала вряд ли та маленькая девочка. Условия того, как это мы разыграем, вы можете найти под этим видео в закрепленном Лёх, комментарии это- или в нашей контакт-группе и других А, источниках. Почему на нашем фоне лошадь гуляет? Потому что она разгульная лошадь, она шальная кобылица. Ребята, у него есть реально настоящая шаньбао на цепи, которым он делал вот то. В моем детстве это называлось кусаригама. Кусаригама. А в моем детстве по правильной этимологии слова и фразы это называется шаньбао. Шаньбао — это когда у тебя тут волосы не растут, а это кусаригама. Ребята, не жуйте скорлупу. С вами были Сударь и Алешка. Это я. Это я. И Сударь Сережка. Это я. Это не я. Это я. Короче, здесь Кто? очень много я на квадратный конец серии. Всем до свидания. Черный столб. Ты пи***л.